Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как предотвратить срыв стельности у коровы и как уменьшить эмбриональную смертность. Очень часто можно наблюдать такую картину, что корова как бы и здорова, визуально нет никаких отклонений от нормы, осеменение проходит как бы и успешно, но через какое-то время корова, как ни в чем не бывало, снова приходит в охоту, хотя аборт тоже не наблюдался. В чем причина? Очень часто такая ситуация наблюдается из-за высокой эмбриональной смертности. Эмбриональная смертность — это когда происходит гибель эмбриона. Если гибель эмбриона произошла в первые 30 дней стельности, то это ранняя эмбриональная смертность. Если в период от 30 до 42 дней, то это поздняя эмбриональная смертность. Если гибель плода произошла позже 42 дня, то это уже аборт. А если позже 260 дня, то это называется мертвородом. Я не случайно привел эту классификацию. Ведь гибель эмбриона протекает практически бессимптомно. Визуально вы ничего не заметите. Отмечается только пролонгация полового цикла. Поэтому в практике замечают аборты, но не гибель эмбрионов. В норме эмбриональная смертность составляет где-то 15-20% на 100 голов. Хотя и это очень много. Этот показатель надо тоже уменьшать. И более того, его можно уменьшить. Но при неблагоприятных условиях эмбриональная смертность может возрасти до 35 и даже до 90%. Если бы это были аборты, то мы бы ужаснулись. А так как это эмбриональная смертность, то визуально это выходит, что корова не осеменилась, перегуляла. Что-то не так пошло. Бывает. Плохо, а что делать? Придется осеменять еще раз. При этом мы зачастую причины такой ситуации не разбираем очень глубоко. Это происходит как-то обыденно. Списываем эту ситуацию на что угодно. А ведь после гибели эмбриона, зародившегося от первого осеменения, следующее повторное осеменение приводит к зачатию только в 48% случаев. То есть корова, если ее не лечить или, по крайней мере, ничего не менять в подходах, может не осемениться даже после нескольких попыток. Чаще всего эмбриональная смертность наблюдается у высокопродуктивных коров. Главная причина этого кроется в том, что у высокопродуктивных коров наблюдается негативный энергетический баланс. Да, кстати, для природы любая корова высокопродуктивная. Ведь в природе не было коров, которые бы в норме давали столько молока. А зачем? А раз так, то проблемы со стельностью могут быть у всех коров. Даже у тех, которые считаются и среднеудойными. Вот, наверное, поэтому отсюда и возникает, что практически у всех коров есть эмбриональная смертность 15-20%, как я сказал выше. У высокопродуктивных коров или у коров, у которых было нарушено кормление или содержание, этот показатель значительно выше. У высокоудойных коров после отела при раздое катастрофически не хватает энергии. И такая ситуация влечет за собой очень много патологических процессов в организме коровы. В первую очередь поражается печень. Нарушается множество окислительно-восстановительных процессов в организме коровы. И наблюдается недостаток кальция. При такой ситуации поступившие с кормом витамины D3 и D2 сами по себе неактивны. Свою активность они приобретают в печени. Однако печень, как я уже сказал, перегружена и перестает нормально работать. В дополнение дефицит кальция приводит к тому, что матка не сокращается, открывается цервикальный канал и соски. А раз так, то в такой ситуации развитие субклинического метрита и мастита практически обеспечено. Естественно, что в таких условиях наблюдается разбалансировка работы эндокринной системы. При таких условиях гормоны работают, что называется, как мухи в дихлофосе. Причем наблюдается сбой их регуляции, в результате чего даже прикрепившийся эмбрион недолго удерживается на слизистой оболочке матки и в конце концов погибает. Происходит где-то следующее. Эмбрион после осеменения проблемной коровы получается слабеньким и нежизнеспособным. И это в том случае, если осеменение все-таки прошло успешно. А тут еще и у матки, еще, как правило, в таких случаях практически всегда тоже есть какое-то воспаление. Видимого воспаления как бы и нет, но оно все равно есть. Просто протекает в бессимптомной форме. Если матка здорова, то она готовится к приему эмбриона и выделяет слизь, которая является питательной средой для него.
Но если организм коровы ослаблен, то эмбрион себя чувствует как растение в засушливую погоду. Растение постепенно засыхает, а эмбрион постепенно погибает. В такой ситуации матка, грубо говоря, не может понять, беременна она или нет. И в конце концов матка решает, что все-таки, скорее всего, с этого эмбриона толку не будет. Что он все равно погибнет, и эндометрий матки начинает выделять простагландин F2-альфа. Выделение простагландина – это сигнал для желтого тела, который находится в яичнике, что корова не стельная и надо готовить новую яйцеклетку к овуляции. Желтое тело начинает рассасываться, а уровень гормона прогестерона начинает снижаться. А прогестерон – это гормон беременности или стельности. Именно он стоит на страже стельности и охраняет ее. Он не дает возможности другим яйцеклеткам созревать и овулировать. Когда желтое тело полностью рассасывается, то половой цикл при этом перезапускается. И к овуляции готовится следующая яйцеклетка. Это достаточно сложный механизм. Не буду сейчас вас этим путать. Но схематически это происходит где-то так. Смысл в том, что если организм коровы ослаблен, то эмбриональная смертность будет наблюдаться в очень многих случаях. Сразу возникает вопрос, а что же делать? Первое. Кормить корову после отела так, чтобы избежать отрицательного энергетического баланса. Кроме кормления, очень важным моментом в этой цепи профилактических мероприятий есть повышение иммунного статуса организма коровы и оптимизация метаболических процессов. Поэтому второе здесь, что без хороших препаратов никак не обойтись, особенно если это высокоудойная корова. Соблюдая все рекомендации относительно кормления и соблюдения всех зоотехнических параметров, можно избежать каких-то критических состояний, регулируя энергетический обмен. Но все равно какие-то отрицательные сдвиги все равно останутся. Поэтому выход здесь один. С помощью препаратов надо нормализовать обменные процессы в организме коровы и повысить неспецифический иммунитет. Я бы хотел отметить два препарата, которые хорошо зарекомендовали себя по улучшению показателей стельности у коров и улучшению выживаемости эмбрионов. Это препарат Стимул и препарат Эльцин. Препарат Стимул содержит нуклеинат натрия, который является основным иммуномодулирующим веществом. Также препарат Стимул содержит комплекс хорошо просчитанных биологически активных веществ. Это и витамины вместе с витаминоподобными веществами, и аминокислоты, и минеральные вещества. И это еще не все. В состав этого препарата входит также еще много других биологически активных веществ и компонентов. Я не буду подробно останавливаться, что называется, на поименном списке всего того, что входит в состав этого препарата. Но скажу лишь то, что это более 200 различных наименований компонентов. И это же не просто, что все в большую кучу намешали. Это проделана колоссальная работа ученых по подбору всех этих веществ, по их совместимости и по эффективности воздействия компонентов на организм коровы. Препарат Стимул активизирует иммунитет на клеточном и гуморальных уровнях. Второй препарат, на который я хочу обратить ваше внимание, это препарат Эльцин, который в своем составе содержит бутафосфан, цианкобаламин, а также никотинамид и L-карнитин. До недавнего времени выпускались препараты, которые в своем составе имели только бутафосфан и витамин В12. Препараты с таким составом показали очень хорошую эффективность по оптимизации обменных процессов в организме коровы и по повышению неспецифической резистентности. Ярким представителем таких препаратов является препарат Катазала. И вот сейчас на смену препаратам, которые в своем составе содержат только бутафосфан и цианкобаламин, пришел препарат Эльцин. Улучшенный компонентный состав этого препарата позволяет показывать более высокую эффективность при лечении и профилактике таких состояний у коров. Так в чем же преимущество Эльцина перед его предшественниками? То есть перед препаратами, которые в своем составе содержат только бутафосфан и витамин В12. О механизме действия бутафосфана и цианкобаламина я сейчас не буду останавливаться. Об этом уже и так сказано много. Остановлюсь лишь на никотинамиде и L-карнитине. Никотинамид регулирует течение большинства окислительно-восстановительных реакций и обеспечивает нормализацию многих видов обмена, включая и энергетический обмен. Никотинамид участвует более чем в полусотне реакций,
в ходе которых сахар и жир превращаются в энергию. Очень много можно перечислять все достоинства никотинамида, но не буду, это займет много времени. Может быть, сделаю это в одном из своих последующих видео. Никотинамид положительно влияет на многие окислительно-восстановительные процессы в организме коровы. Применение этих препаратов перед осеменением и после него позволяет значительно улучшить показатели стельности у коров и профилактировать эмбриональную смертность. Внизу под видео вы увидите ссылку на сайт производителя и официальную инструкцию по применению. Если у вас возникли вопросы, задавайте. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!